Сегодня, когда мы вбиваем в поисковик на YouTube слово руны, мы получаем всю необходимую для нас там информацию. Так, по крайней мере, нам кажется в начале, как только мы проявляем интерес к рунам. Каждому по своей надобности, кому-то хватает одного видеоролика, а кто-то до сих пор ищет ответы на множество вопросов в этой теме. Если отбросить интернет в сторону, просто выйти в люди и попытаться с кем-либо поговорить о рунах, задать элементарный вопрос, что он знает о рунах, я вас уверяю, очень большой процент ничего не сможет вам рассказать об этом. То есть сам тот факт, что вы проявили интерес к рунам, имеет огромное значение. Почему так получается? Давайте попробуем с вами покопаться в истории, а именно в древнем мире. Давно, я не хочу даже загадывать промежутки времени, потому что то время, в котором мы живем сегодня, оно неверное. Те события, промежутки, прописанная история, все это подтасовано в каждой эпохе, времена, столетия, под каждой массы людей свое. Сейчас оно перепутано, перемешано. Правды там уже очень мало. Одним словом, давно. Северные народы, так было принято в старину говорить, это верх России, Германии, Прибалтика, Скандинавия. Все в своей традиции имели руны. Это мы уже в свое поколение начали делить их на разные футарки, строи и тому подобное. Все то человечество уделяло большое внимание им. В Скандинавии написаны эды, то есть повести. Старшие, младшие. Для меня само старшее, младшее, это уже говорит о том, что оно переписано. Один раз и второй раз. Дополнено. То есть в каком-то смысле попытаться в сознании того, кто это слушает, читает, преобразить какую-то картину. Ощущение. Но правда это или ложь? Судить вам. Так вот, в этих эдах и других разных повестях есть такая интересная легенда об Одине. То есть, как он приобрел руны. Узнал о них, раскрыл их, явил их. То есть, до него рун не существовало. Но существовали все те процессы, которыми управляют руны. То есть руны — это ключи, проводники, способ управления этими процессами. В Скандинавии очень много богов было в то время. И они обладали способностью иметь большее влияние на разные процессы, происходящие в жизни. И эти процессы и сегодня являются для нас немаловажными моментами. Вернемся к Одину. Один среди людей был богом для людей. И в каждой религии есть такой персонаж. В каких-то религиях это человек, в других религиях это тот же бог. И я вас уверяю, если вы копнете сегодня историю, вы найдете массу таких ситуаций, когда кто-то был для людей. Так вот, у северных народов тоже был такой человек. И по этому огромному пласту земного шара, тысячи километров, жили определенные народы людей. То, как они там расселились, почему это, не об этом сейчас. И вот каждой общине тех людей досталось вот то знание о рунах, которое в свое время Один дал в дар людям. То есть, когда Один, бог, явил их в этом мире, он не оставил их себе. И другим богам они не были нужны. Они нужны были только людям.
больше всего людям. В те времена использовалась эта практика в полном масштабе, как во благо, так и друг против друга, можно и сказать во вред. В процессе чего в происходящих событиях истории произошел тот момент, что это знание было утеряно, либо умышленно скрыто, после чего еще отполировали алфавитом. То есть нельзя было скрыть такое множество колоссального количества надписей. Нужно было дать современному человечеству какое-то объяснение этому. Хорошо было сказать, что это был алфавит. И знания забыли. Но я еще раз вам повторюсь. До того момента, когда не было рун, когда Один не явил их человечеству, силы, к которым мы подключаемся с помощью рун, были в тот момент. И утеряно это знание, не утеряно в процессе каких-то определенных жизненных обстоятельств судьбы многих людей на нашей планете происходит соединение с этой мощной силой. Происходит этот факт проявления интереса к рунам. И у всех этот интерес в процессе проявляется по-разному. Каждый считает свое мнение и познание в рунах правильным. Ровно так же, как каждый считает свою жизнь единственно правильной. И восприятие мира, уникальное восприятие мира, тоже правильным. Поэтому сегодня немалое количество людей, которые практикуют руны, должны найти способ объединиться и поделиться знаниями о том, в чем они достигли успеха. То есть сделали открытие в данной теме. Мне много что есть для вас рассказать. Я выкладываю информацию последовательно. Это было 20-е видео моего рассказа о рунах. Вы на канале Фортусита. Если вам подходит тот способ подачи информации, в котором я рассказываю о рунах, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях и дайте мне о себе знать.